Татьяна, наконец-то. Хера себе. Игорь, мой любимый, мой малыш. Столько лет прошло. Но я нашел тебя. Наконец-то нашел. Ты знал. В глубине души ты знал. Я звала тебя все эти годы. И ты ответил. Но как? Ты не должен был приходить. Это ошибка. Ты принесешь всем нам горе. Мой бедный маленький мальчик. Мы вместе. Наконец-то. Освободи меня, любимый. Выпусти меня. Как ты меня назвала? Не понимаю. Что я должен сделать? Ничего нельзя поделать. Ты должен положить этому конец. Нам обеим мы ошибка. Мы чудовище. Закрой портал. Уничтожь связь. Какую связь? Наша связь сильнее всего в этой вселенной. Ее нельзя уничтожить. Ее нужно завершить. Это наша судьба. Иди к реактору. Найди то, что ждет тебя там. Мой любимый. Что найти? Не могу больше ждать. Пожалуйста, просто дай мне умереть. Я больше не могу. Таня. Иди. Умереть. Исчезнуть. Портал. Татьяна. Ты еще здесь? Борис, помоги. Умереть. Игорь. Ничего не понимаю. Проклятие. Реактор. Чернобылит. Что же делать? Черт. Я должен разобраться. Долго ты сюда шел, Игорь? Не морочь мне голову. Ты ответишь на мои вопросы. Как скажешь. Но раз уж это наша последняя встреча, позволь сначала я задам тебе вопрос. Ладно, только быстро. Чего ты на самом деле добиваешься, Игорь? А это не очевидно? Я хочу спасти Татьяну. Возможно, тебя это удивит. Но наши цели, в общем-то, совпадают. Каким это образом? Мы пытались достичь одной и той же цели. Но все это время воплощали чужие планы, сами того не зная. Планы Чернобылита. Да ладно, старина. Я слишком многое пережил, чтобы купиться на такую чушь. Давай начнем с самого начала. Ты знаешь, кто я? Конечно, знаю. Борис. Ты был моим лучшим другом. А потом решил предать меня. Отобрать у меня Татьяну. Борис мертв. Я убил его той роковой ночью, 26 апреля 1986 года, и выдал себя за него. Туда ему и дорога. Гребаный предатель. Выдал себя? Зачем? Но есть вопрос поважнее, который ты почему-то себе ни разу не задавал. Кто ты?
Потому что ты не профессор Игорь Еменюк. И никогда им не был. Это я, Игорь Еменюк. Я изменил имя только для того, чтобы защитить тебя и твою мать. Защитить меня? Ты постоянно пытался меня убить. Если бы я хотел тебя убить, я бы сделал это еще когда мы впервые встретились на станции. Хватит уже говорить загадками. Принять правду тяжело. Я знаю. И мне было тяжело. Ты — это я, Татьяна. Не твоя невеста, а моя. Все, что ты знаешь о ней, все, что ты помнишь, ничто из этого тебе не принадлежит. Ты живешь чужую жизнь. Мою жизнь. Ты мой клон в каком-то смысле. У тебя мое тело, мой мозг, мои навыки и, самое главное, мои воспоминания о том, что было до аварии. О чем ты говоришь? Как это вообще возможно? Татьяна не могла иметь детей. Для нас это было трагедией. Но когда Семенов арестовал ее после провала с Дугой, она забеременела. Сначала я решил, что отец ребенка Борис, и разозлился на нее. Но это была очередная ложь Семенова. Ему нужно было, чтобы я остался на проекте, изучал чернобылит. Так что он сделал Татьяне инъекцию нанораствора. То, что случилось дальше, не знаю, как и назвать. Непорочное зачатие. Она родила мальчика. Тебя. Физически ты развивался намного быстрее других детей, но твой разум отставал. Ты был в каком-то смысле особенным. Чернобылит оказал на тебя непостижимое влияние. Я никогда не считал тебя своим сыном. Ты пугал меня до смерти. Я не знал, что с тобой делать. Но Семенов, очевидно, собирался ставить над тобой эксперименты. Или, может, вскрыть тебя и покопаться в твоих внутренностях. И вот однажды ночью Татьяна, твоя мать, связалась со мной телепатически, хотя ее тело лежало в коме. Она умоляла меня отвезти тебя в лес. Так я и сделал. То есть ты утверждаешь, что я сын Татьяны, которого ты бросил в лесу в 1990-м? Но это невозможно! Невозможно! Я ничего подобного не помню! Конечно, не помнишь. Ты выглядел как подросток, но разумом не отличался от младенца. Помню, я дал тебе свитер, который Татьяна мне связала. Той ночью было холодно. На свитере было мое имя. Свитер? Он был у меня в лагере. Я был в заточении и... Да, это могло послужить триггером. Твой разум начал перестраивать сам себя. Почему ты стал мной? Могу только догадываться. Может, ты был собран из мечтаний Татьяны, ее ожиданий. Удивительно. Раньше я называл такие рассуждения псевдонаукой. Думаю, процесс как-то ускорился из-за чернобылита. Но она звала меня все это время. Она хотела, чтобы я оказался здесь. Боюсь,
Тебя одурачили, мой бедный мальчик. Нас всех одурачили. Тебя звала не Татьяна, а оно. Чернобылит? Но эти образы, голоса. Они были такими реальными. Я знаю. Твоя мать — твоя главная слабость. И это существо воспользовалось ей. Оно хотело, чтобы ты пришел сюда. У него были на тебя планы, и я не могу дать ему победить. Кто-то прислал мне фото Татьяны. И кусочек чернобылита. И это не галлюцинации. Они были реальными. Без них я бы не смог собрать свой генератор портала. Это наверняка Семенов. Подонок. Он тоже хотел, чтобы ты вернулся сюда. Он так и не смирился с твоим исчезновением. Хотя это уже не важно. Я правда надеялся, что ты будешь держаться отсюда подальше. Но теперь уже слишком поздно. Я не могу допустить, чтобы ты взаимодействовал с этой сущностью. Только один из нас уйдет отсюда живым. Подожди. Давай обсудим это. Мы только что обсудили. Прощай, сын. Игорь. Мне жаль, но другого выхода нет. Мне это не доставляет удовольствия. Я делаю то, что должен. Не вздумай поддаваться. Тебе не хватит сил, чтобы спасти Таню. Только я могу это сделать. Ты слишком облегчаешь мне задачу, сынок. Мне это не доставляет удовольствия. Думаешь, ты приютил меня? Зачем ты пришел сюда? Зачем ты все усложняешь? Просто сдайся. Обещаю, твоя смерть будет быстрой. Ради Татьяны. Мне не нужно силовое поле, чтобы победить тебя. Что? Ты должен быть мертв. Да. В последнее время я это часто слышу. Узнаешь? Откуда у тебя это? От тебя. Откуда же еще? Я взял его из твоих мертвых рук, Игорь. Я? Что? Как? Когда? В реальности, в которой ты облажался, дружище. В одном из множества миров, пострадавших от твоих ошибок. Ты утверждаешь, что пришел из другого... Что ты из другой...
ад, Игорь. Это ад. Ты даже не представляешь. Куда ты собрался? Обратно в мой долбанный мир, разумеется. Ты меня знаешь. Я предпочитаю сражаться до последнего. Погоди. Не упусти шанс, который я тебе дал, Игорь. Закончи начатое. Все кончено, сынок. Закрой портал. Оборви связь, не дай этой сущности прорваться в наш мир. Сын, прошу. Это убьет ее. Любовь всей моей жизни, нашей жизни. Пожалуйста. Есть другой путь. Просто отпусти меня. Я столько страдала. У тебя получится, сын. Ты станешь тем, кем не сумел стать я. Станешь лучше. Пора покончить с этим раз и навсегда. Если слышите меня, бегите отсюда как можно быстрее. Спасайтесь! Спасибо, что указала мне правильный путь. Я этого не забуду, клянусь. Прощай. Теперь ты найдешь покой. Это же невозможно. Все, что случилось. Я это исправил. По крайней мере, часть. Ошибаешься. Ты думал, игра с пространством временем не будет иметь последствий? Все, что случилось, на самом деле случилось. Но как? Я проходил через червоточины, и я все исправлял. Путешествий во времени в том смысле, как их понимает Оливер, не существует. Ты не можешь изменить то, что произошло. Потому что каждое изменение создает собственный пространство-временной континуум. А время движется только в одном направлении. Энтропия. Каждый раз, когда ты принимаешь или отменяешь решение, ты перекручиваешь все измерение. Потому что ты часть меня, сделан из того же многомерного вещества. Но я просто хотел спасти Татьяну. Да, свою мать. И пока ты пытался, ты разрушил множество жизней во множестве измерений. А все из-за животного импульса. Из-за человеческой потребности иметь связь со своей родительницей. Так что вот она я. Я твоя настоящая мать. Что ты такое? Чернобылит? Я Бог. Бред. Бога нет. Ну это как посмотреть. Для паучка под твоим ботинком ты определенно Бог. Разве нет, Игорь? Не называй меня так. Я не... Черт. Что такое? Кризис идентичности? Как сказано в одном стихотворении, дитя, отец человека,
страх, который затуманил твой разум. Вот что делает твое положение невыносимым. Страх? Нет. Я не боюсь, что... Страх узнать, что внутри твоей личности пусто. Там только хаос. Ты одновременно являешься и не являешься собой. Но не беспокойся. Я покажу тебе истину. А потом все остальное уже будет неважно. Чего ты от меня хочешь? Ты когда-нибудь задумывался, почему, несмотря на весь прогресс технологий, вы, люди, так стремитесь к саморазрушению? Зачем вам разрушать собственную экосистему? Почему вы не можете перестать убивать друг друга и живых существ вокруг? Почему снова и снова вы жертвуете своим будущим ради краткосрочной выгоды? Если ты собираешься сбить меня с толку этой любительской философии, лучше поищи другой способ. Большинство людей — самовлюбленные засранцы. Мне не нужен потусторонний разум, чтобы до этого додуматься. Так, а дальше что? Ты предложишь какой-то новый мировой порядок, который всех нас спасет, а я буду твоим пророком, который возвестит начало утопии, типа как в комиксах. Кто бы мог подумать, что ты такой нигилист? Но этого, наверное, стоило ожидать. Нет, нового миропорядка не хватит, чтобы спасти вас от самих себя. Вы по природе своей порочны. Да ты что? И почему же? Из-за страха. Страха перед собственным существованием. Страха перед чем-то незнакомым, иным. Страха перед будущим. Я могу избавить вас от всего этого. Я могу помочь, как помогла многим цивилизациям до этого. Как? Вы умеете жить только текущим моментом. Будущее пугает вас. И тогда вы совершаете вздорные, разрушительные поступки. Я верю, теперь ты и сам это видишь. Стань моим орудием. Я очищу их от страха и слабости. Я преображу человечество по своему подобию. Так что давай оставим эту бессмысленную борьбу. Помоги себе и помоги всему миру. Прими меня. Может, я Игорь? Может, я сын Игоря? Может, и то, и другое вместе. Возможно, я просто неудачная копия мертвого ученого. Но это не важно. Решение я принимаю сам. И это как раз подводит нас к важному выводу. Я ученый. Я проверяю гипотезу, прежде чем подтвердить ее или опровергнуть. Так что смотри внимательно, любовь моя. Это мой последний эксперимент. Пора разорвать круг и уничтожить паразита, уничтожив его хозяина. Он так и не вернулся с АЭС. Чернобылит полностью исчез. Его больше нет в зоне. Это странное место так и останется памятником сломленным героям со сложной судьбой.